17 часов московское время. Всем здравствуйте. Это YouTube-канал «Популярная политика», программа «Честное слово». Меня зовут Нина Русибашвили. И сегодня, как у нас уже сложилась традиция, в эфире будет писатель, журналист, поэт Дмитрий Быков. Прежде чем мы перейдем к разговору с Дмитрием Львовичем, как обычно, по еще одной сложившейся традиции, я вам расскажу, что у нас в ссылках, точнее в описании к видео много разных полезных ссылок, поэтому заходите и туда тоже. Ну и как и в прошлый раз, как и на прошлой неделе, я обращаюсь к чату с большой просьбой помочь мне с вопросами, ну и прислать что-нибудь интересное в эфир. Я обязательно обещаю, если вопрос будет хороший, он у нас прозвучит, и я обязательно задам его Дмитрию Быкову. Дмитрий Львович, здравствуйте. Рада вас видеть и слышать. Здравствуйте всем. У нас и в чате приходят просьбы прокомментировать смерть Сергея Дьяченко. Вы были с ним знакомы, насколько я знаю. Я дружил с ним, и я дружу с Мариной. И для меня Марина и Сережа Дьяченко, знаете, вот это от писателя нелегкое признание, вам многие подтвердят. Это очень немногие люди, которых я считал лучше меня, умнее меня. И более того, каждый... Продолжается эфир. Внезапно пропал Дмитрий Львович, насколько я понимаю. Но ничего страшного. Мы сейчас попробуем пересоединиться и продолжить программу «Честное слово». Пока у меня вынужденная пауза, я попрошу вас всех подписаться на YouTube-канал «Популярной политики», чтобы не пропускать наши ежедневные эфиры. Дмитрий Львович вернулся, я так понимаю? Да, я с вами. Да, Я, собственно, да. никогда не пропадал, и вас я продолжал видеть все время. Значит, я говорю о том, что для писателя это нелегкое признание, но я всегда считал Марину и Сережу Дьяченко гораздо лучше меня. И это понятно, я всегда утешал себя тем, что их двое, да, как говорили братья Стругацкие, мы все-таки вдвоем пилим бревно. Но каждая их следующая книга была лучше предыдущей. Понимаете, вот они умудрялись идти почти вертикально. Они умудрились после «Вита Ностры» написать продолжение «Вита Ностры», которое интереснее, глубже. Они каждой своей книгой открывали и для фантастики, и для психологии. Сережа был профессиональным психотерапевтом, и для просто психологической прозы абсолютно новые горизонты. И такие книги, как «Пещера», как «Армагеддон», как в особенности моя любимая «Долина совести», которую я всем рекомендую, гениальная книга. Все, что они писали, это было для меня откровением. И для меня счастьем было с ними общаться и в Киеве, на Лукьяновке, где они жили, и на наших конгрессах фантастических, на портале. И потом, когда они 3 года жили в Москве, работая над обитаемым островом с Бондарчуком. И когда они переехали в Лос-Анджелес, я сейчас от них в 2 часах езды, то есть... Мы постоянно держали связь. Для меня было счастьем, что они присылали мне новые вещи, что я мог с ними говорить. Я очень надеюсь на то, что писатель Марина и Сергей Дьяченко продолжит свое существование, потому что я знаю, что у них с Мариной было много напридумано, и что Марина это все осуществит. Дай бог ей сил. Она, конечно, женщина абсолютно железная, и она столько пережила. Но, Марина, вот всем сердцем я с тобой. Я знаю, что ты нас иногда слушаешь. Всем сердцем я с тобой. Все, что от нас потребуется, мы сделаем всегда. Дай бог тебе силы и выдержки. Соболезнования родным и близким Сергея Дьяченко. И для тех, кто только что к нам присоединился, вот Дмитрий Львович даже посоветовал произведение, которое нужно обязательно прочитать. Ну, там практически все, да. Продолжим программу. К сожалению, есть еще новости. Вряд ли они сильно лучше тех, что мы уже успели с вами обсудить, Дмитрий Львович. Но зайдем издалека. Говорят, что Путин 9 мая войну объявит. Как вам кажется, решится, сделает это? Нет, не думаю. Он же любит обманывать ожидания, показывая, как он от них независим. Мне кажется, что ни мобилизации, которую многие ожидают, ни официального объявления войны, которое бы подняло ставки, не будет. Понимаете, вообще говоря, РФ, путинская РФ, она любит ставки взвинчивать в надежде, как было в одном классическом фильме, что немец отвернет. Уже сейчас видно, что немец не отворачивает, что более того, во всем мире крепнет консенсус относительно того, что этот режим, становящийся всемирно опасным, надо помаленечку останавливать.
или, во всяком случае, вводить в какие-то рамки, или дистанцироваться от него максимально. Мне кажется, наткнувшись на столь консолидированное сопротивление, Владимир Путин сделает ставку, тоже для него традиционную, на историю. 9 мая мы узнаем еще что-то новое из истории Второй мировой войны. Ну, например, что Англия и США тайно были на стороне Гитлера и его подкармливали. Или что Украина была вся коллаборационисткой. Или что истинная цель Гитлера была разделить Советский Союз и Украину натравить на Россию. Ну, что-нибудь из этой области мы узнаем. То есть, главный, когда в настоящем не получается, тогда главный упор делается на прошлое. А ему кто-то еще верит в этих рассказах? Я думаю, что, знаете, вот Нина, здесь интересная штука. Когда вы следите за работой акробата на арене, вы же не верите ему, он до вас никакого месседжа не доносит. Вы следите за тем, что он выкинет еще раз. Когда мы слушаем Владимира, прости господи, Соловьева или там Маргариту Симонян, мы же не следим за тем, правду они говорят или нет. Мы следим, а как они сейчас еще раз выпендрятся. Это в русском языке есть такое слово «клован». Это такой как бы несколько деформированный клоун. К профессии клоуна в России относятся с уважением, а клован – это такой политический деятель. И вот сейчас эта клоунада, она вызывает интерес именно глубиной падения. А вот куда они сейчас, какое дно еще они пробьют, что они еще сделают? Я уверен, что 90% своих зрителей следит за этим. И вот за тем, что говорит Владимир Путин, тоже следят не потому, что кто-то этому верит. Тут уже, знаете, после разоблачения фейка с бабушкой и после самой истории скульптуры вот этой бабушки Анны Ивановны, которая вышла с красным знаменем, украинская власть ее нашла. Ну, конечно, все российские патриоты не верят, что это та самая бабушка с флагом. Они утверждают, что это другая бабушка с флагом. После появления вот этой страшной скульптуры, которую многие уже назвали смертью, потому что она вся черная, и в руках у нее флаг исчезнувшего государства, ну, такая вот «я смерть». Ну, и в условиях такого смертоцентризма дугинского дискурса это очень характерный монумент, он в историю, конечно, войдет. Не верит никто, разоблачений слишком много. Но это не вопрос веры, это вопрос любования, а наш еще отчебучил. Я уверен, что наш еще что-нибудь отчебучит. Я уверен, что он скажет, что и финская война произошла по инициативе Финляндии, которая по наущению фашистской Германии напала. Ну, в общем, мы опять узнаем что-нибудь еще о том, что, как сказал уже патриарх Гундяев, мы никогда ни на кого не нападали. Ну и узнаем нормально. То есть мне интересно, во всяком случае. Вы мне столько оставили сейчас заготовок для вопросов, но давайте по порядку. Давайте сначала с бабушкой разберемся. Как будто бы нарочно нельзя было это придумать, Дмитрий Львович. Ну почему у них все вот так получается? Да, видите ли, у них очень живуч концепт, что весь мир нас ждет, что вот мы сейчас придем и освободим. Как выглядит мир, я не думаю, что в их уме так, но в их картине мира, которую они создают для экспорта, у них это так. Весь мир, абсолютно весь, стонет под игом Америки, под игом однополярного мира и ждет, пока освобождать придет Россия. Ждут французы, пока дружественный нам Ле Пен установит, выйдет из НАТО и установит антиамериканскую власть. Ждут немцы, когда, наконец, Россия и «Газпром» скупят уже всю их политику по одному. Ждут китайцы, потому что устали они так работать, им хочется уже работать на Россию и работать по-русски, да, как бы больше разгвоздяйствовать. Ну, ждет Черная Африка, черная, да, пока мы принесем туда наше красное знамя. Ведь мы дружили, ведь с Бокассой-то у нас какие были отношения. Ждет Латинская Америка во главе с Венесуэлой. Весь мир ждет русского откровения, пока мы туда придем и установим свою власть. Сейчас мы пока входим в Украину, но весь остальной мир смотрит с замиранием сердца, когда мы принесем эту русскую правду, и когда всему миру станет так же хорошо, как России, когда мы будем жить за счет ресурсов, слушать клоунаду и разнообразную ложь,
и очень много опьяняться. Опьяняться разным, опьяняться веществами, опьяняться алкоголем, опьяняться идеологией, неважно. Жить в состоянии постоянного интенсивного прельщения, интенсивного безумного бреда. Весь мир очень этого ждет, особенно этого ждет Америка. Я помню, как мне Сережа Доренко, царство ему небесное, рассказывал: ты что, мне все американские фермеры, все реднеки говорили, как мы вам завидуем. Путин, человек с остальными тестикулами, он настоящий, он наш, приходите, завоевывайте, мы все вам отдадим, весь Техас ваш. Ну вот Техас наш, да, и мы уже услышали от Андрея Турчака, тоже, прости господи, что значит, что я упоминаю это имя в контексте других великих имен, но господин Турчак уже сказал, что Россия пришла в Херсон навсегда. То есть мы везде, куда мы поставили ногу, туда мы пришли навсегда. У нас, конечно, ног столько нету, но ничего, мы справимся. Вот это мне очень нравится, эта идея, что весь мир ждет российского откровения. Как говорил апостол Павел, тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Сыны Божьи и мы, все остальные тварь. И поэтому, во всяком случае, в этой картине мира, не сомневайтесь, легенда о украинской бабушке, которая встречает русских, это частный случай. Потом, когда мы перейдем, может быть, на страны Балтики, выйдет балтийская бабушка, потом немецкая бабушка. Это такой всемирный профсоюз бабушек, который с красным знаменем выходит встречать нас, страну триумфальной старости. Я бы даже сказал, страну вечной старости. Вот, у нас даже есть дедушка один во главе всего этого великолепия. Дедушка? У вас дедушка? Ну, так иногда Владимира Путина называют. Да. Его называют дедушка, дедом. Его величает. Нет, то, что Россия сделала эту бабушку символом ЗЭДа, символом спецоперации, поставила ей первым делом в Мариуполе, поставила ей памятник. Ну, ни для кого не секрет, что Россия – это страна для стариков, конечно. Потому что у них же главная такая, ну, это и армейским дедам очень присуща, главная черта старости – брюзжание на молодость. И ненависть к будущему, и страх будущего. Россия очень много брюзжит. И брюзжит по старости. Вот в наши времена было культ прошлого, ненависть к любому бунту. И особенно, конечно, ненависть к тем молодым, которые своим беспрерывным развратом и своим хорошим видом, они нас оскорбляют. Россия переживает период даже не старости, а старчества. Это такое посмертное существование империи. И мне очень грустно, конечно, это смотреть. Я помню, как мы говорили, моя страна подросток, твори, выдумывай, пробуй. А девиз старости, сегодняшней, старость бывает разная. Но российская старость не творческая, брюзгливая. Не твори, не думывай, не выдумывай, не пробуй, не верь, не бойся, не проси. Такой тотальный старческий негативизм. А сколько еще этому старчеству осталось? Нельзя же быть вечно стариком. Можно родиться стариком, как Бенджамин Баттон. Дело в том, что вот эти подростки, которые были в наших, они уже тоже были такими маленькими старичками. Я помню, я с ними общался, вот там Василий Якименко, Борис Якименко, они же были молодые люди. Борис Якименко, вы меня слышите? Слушайте меня! Прекратите заниматься вашей ерундой. Меня слушайте. Вы всегда меня слушаете и всегда бурно реагируете у себя в своем старческом, пропавшем старческой неопрятностью живом журнале. Про меня надо писать. Прости господи, опять же. Так вот, он что-то давно забыл меня. Так вот, Борис Якименко, а я это читаю, потому что у меня зоологическое любопытство, ну, скорее не зоологическое, конечно. Нет, что вы, нет, антропологическое. Так вот, Борис Якименко, он всегда был старик. Хотя был молодым человеком, и Василий Якименко был старик, интересно, где он сейчас, по-моему, в Германии. Он, надо проверить, он наблюдал все время за молодежным вроде движением, он был главным там, в молодежном движении, и даже у него какие-то случались там, по-моему, романы, но он при этом был глубоким стариком, брюзгливым, негодующим, не верящим в будущее, боящимся будущего, делающим все, чтобы будущее не наступило. А это страна Кощеев бессмертных. Они могут оказаться действительно довольно-таки бессмертны. Я не знаю, где то яйцо и та игла, но то, что Россия рассчитывает на долгую затяжную старость, нищую, неопрятную, но долгую, это для меня несомненно. Другой вопрос в том, что эта старость, ведь она растлевает и, так сказать, отравляет своим брюзжанием поколение молодых, которое там выросло и которому неизвестно, куда расти. Они себя чувствуют, конечно, как трава под асфальтом. Это очень горько. А прорвется трава через асфальт?
Ну, смотрите, во всем мире сейчас, который не озабочен проблемой войны, проблема войны нам навязана, это больная проблема. Во всем мире сейчас образование – вопрос номер один. Как победить урочно-опросную систему? Как победить вот эту ныне существующую унылую, много где остающуюся прусскую систему. Там Дима Чернышов работает над этим, финны работают, в Швеции потрясающий эксперимент, в Японии. Я за этим вынужденно слежу, потому что все-таки педагогика моя главная профессия. И я, ну, помимо литературы, и я, конечно, вижу удивительные прорывы. И вот у нас сейчас в Штатах, здесь, где я работаю, пока преподаю в Корнеле, у нас довольно много мыслей о том, как реформировать школьное и университетское образование. Создается много школ, в том числе для русских иммигрантов и так далее. Это проблема номер раз, потому что с войной, всем уже понятно, война не есть средство развития. Россия навязала миру страшную, чудовищную, отвратительную проблему, которая отвлекает людей от жизни. Кто не умеет жить, тот мешает жить всем остальным. Но то, что главной проблемой России немедленно после окончания путинского режима станет реформа образования, это к бабке не ходи. Вот, действительно, я бы хотел, к бабке не ходи, потому что бабка, нет, старики, они, конечно, мудрые, но прислушиваться надо все-таки к людям в зрелости, в расцвете лет. Я надеюсь, что и править Россией будут не 70-летние, потому что, как показывает пример нашей западной, юго-западной соседки, 40-летние несколько эффективны. Я сам человек не молодой, поэтому я надеюсь, что старость я встречу без вот этого зуда постоянно всех подгонять под свои представления о мире, понимаете? Ну, это мы проверим еще, Дмитрий Львович. Знаете, я сначала, мне так немножечко не по себе стало, когда вы сказали, что можно вечно находиться в старости. Получается, Можно. что у вас все-таки есть какие-то надежды на то, что придут и Можно молодые, родиться и с эта такой... старость? Нет, ну не но. Конечно, у меня есть надежда на нынешних молодых, которые будут не только уезжать, я думаю, они и в России смогут что-то реализовать последовательно. Ну вот видите, какая одна тоже довольно печальная вещь. В России всегда очень высоко ценилась адаптивность, приспособляемость, конформизм. Это тоже, в общем, черта старости, которая к бунту не склонна. Сейчас могут подумать, что я ненавижу стариков, там, что я такой геронтофоб. Нет, я считаю, что старость – это прекрасное время мудрости, но что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? Помните, в классическом фильме у нас любят цитировать советское кино. Старость надо встречать на покое. А у нас даже пенсионный возраст все время отодвигают, лишь бы только не платить. А старики не должны управлять миром. А коммунизм – это молодость мира, модернизм – это молодость мира. И его возводить молодым. Эти слова Маяковского очень верны. Старость – это время гармонии, время плодотворной работы, но это не время переустройства. Все-таки молодость – это время бунта, несогласия. У нас же все делается для того, чтобы внушить. Любой бунт только ухудшает положение. Но это старческая мораль. Понимаете, люди не должны тупо совсем соглашаться. И я верю, что молодые нонконформисты, готовые возразить, в России есть человек, не умеющий возражать, называется терпилой. Понимаете? У нас поэтому всю жизнь и говорили, что главный герой там Солженицына – это Иван Денисович. Вот Хрущев говорил, какое счастье, что на таких людях выстояла Россия, что она не озлобилась. Иван Денисович не представитель героев, он большинство. Более того, он терпила, он просто взят как типичный представитель. Герои – это сектант Алешка, которого не удалось сломать, и Ковторанг, который продолжает сопротивление. Там Цезарь Маркович не герой, понятное дело, никто из десятников не герой, никто из охраны тем более не герой, хотя их попытались в фильме Панфилова очень очеловечить. Герой Ковторанг. И вот люди, способные к резистенции, к сопротивлению, это и есть надежда не только России, но и человечества. Программа «Честное слово» с Дмитрием Быковым. Я хотела вас в начале программы представить уже сложившимся вашим образом министра оптимизма и надежды. И вот в чате мне сейчас напомнили, что не зря мы вас тут с таким вниманием и упоением слушаем каждую неделю. Давайте про молодых, про тех, кто хочет перемен. Сегодня 10 лет митингу на Болотной. И первый вопрос от Little Gnome из чата. Дмитрий, наши крысу все еще тошнит или уже рвет нещадно? Нет, тут вот я хочу вам напомнить
стихи одного классика. Не буду его называть, его в последнее время все время цитируют. Понимаете, и цитируют не лучшие его произведения, а надо бы вспомнить вот это. «Печати русской доброхоты, как всеми вами, господа, тошнит ее, но вот беда, что дело не дойдет до рвоты». Это стихи о цензуре. Так вот, не доходит до рвоты. Понимаете, этот нарыв, его никак, вот корень рвать, он для России сегодня очень актуален, его никак не прорвет. Не объявят войну, не объявят мобилизацию, все время не идут до конца, все время надрывают живую ткань, но как-то не обрывают до конца. И это характерно, потому что ведь разрыв архаики с модерном, он тоже происходит на наших глазах, но Россия никак не решится порвать окончательно, решительно. Уже к массовым репрессиям перешли. Да, по крайней мере, вот эта вечная беременность закончилась. Я, кстати, хочу сказать, что уж я буду там нашим слушательницам это рассказывать, они это знают лучше меня, но как человек, неоднократно наблюдавший беременность, даже бывший ее виновником несколько раз, ее причиной, скажем так, я хочу сказать, что это состояние, с одной стороны, конечно, радостное, приятное, да, состояние надежды, там, да, но это не так-то легко. Понимаете, особенно когда вынашиваешь большой плод на поздних сроках. Тяжело ходить, тяжело дышать. Иногда бывает тошнота, тоже, кстати, не проходящая, не облегчающаяся рвотой, токсикоз. Так вот, Россия находится в состоянии вечной беременности. Она беременна будущим, но она эту беременность решила остановить. Она решила не дать будущему родиться. Потому что если это будущее родится, то нынешняя российская власть полетит в тартарары. С этим как же можно мириться? Поэтому Россия ходит вечно беременная. И это вот состояние токсикоза, когда тошнит все время, да, но никакая рвота это состояние не облегчает. Что еще характерно для этих поздних стадий беременности в будущем? Да? Во-первых, все-таки беременность – это состояние очень нервное. Мы все знаем, что женщина в этом состоянии эмоционально очень лобильна. Это состояние страха. Это страха, потому что непонятно как. Это же пограничная ситуация со смертью. Ты даешь жизнь, да, как у Пастернака. Она была как лодка, которая перевозит души из каких-то неведомых краев. Это довольно хитрое состояние. Вечная беременность, в которой Россия решила застыть, это довольно опасно. Особенно если учесть, что страна старая, и старческая беременность – это вообще не очень приятно. Но давайте уже родим будущее, давайте перестанем вечно. Понимаете, когда уже плод назрел, уже принимать противозачаточные уже поздно. Понимаете, уже он не рассосется. Дайте этому будущему сбыться. Россия постоянно занимается тем, что она абортирует будущее. Вот такой аборт случился, кстати говоря, после Болотной. Ведь на Болотной был мирный протест, из которого мог вырасти новый мирный парламент, могла вырасти, не при Медведеве, конечно, господи, что Медведев, чем он может руководить, но я говорю вообще о том, что это был зародыш общества, и это общество зародыш, эту будущую какую-то Россию, ее абортировали, ее рассовали по арестам, ей придумали московское дело, ее запугали, это же ничем кончилось, понимаете, сколько можно препятствовать рождению грядущего. Оно все равно, потому и называется грядущим. Оно грядет. Ребята, вы его не остановите, но оно на вас наступит. Вот это самое печальное. Дмитрий Львович, если бы мы могли все с вами вернуться назад на 10 лет, вы бы сделали что-то иначе? Вы бы поступили в чем-то иначе? Нет. Знаете, я люблю цитировать слова, которые мне когда-то сказал Накасоне. Не может быть моральных претензий к игроку, который делает единственные ходы. У меня все время, я его спросил, что он думает о Горбачеве, у меня все время не было выбора. Понимаете, и это может быть и хорошо. Мне выбора, по счастью, не дано. У Высоцкого сказано, у меня все время были императивные решения. Мог я не пойти на Болотную? Нет, наверное, не мог. Мог ли я... Я ведь случайно довольно стал спикером тогда. Я рассказывал много раз, что я в качестве журналиста пришел на митинг после выборов еще в конце ноября 2011 года. И полицейский, который стоял у ограждения трибуны, меня узнал. И спросил, не хочу ли я выступить. Полицейский я сказал, хочу. Да, и он провел меня на трибуну. Он узнал меня по телевизору, тогда еще помнили программу «Времечко». И с тех пор я стал одним из спикеров этого протеста. Мог ли я тогда... Нет, боже упаси, идите, сами говорите.
Нет, и меня, да, я как сейчас помню, Яшин протянул мне руку и меня втащил на трибуну. Это мне очень нравится, и нет, я не отказываюсь от этого. И, кстати говоря, вот сегодня годовщина митинга 6 мая, и я от души поздравляю ту прекрасную девушку, с которой я был на этом митинге. Тогда у нее сегодня день рождения. Мы тогда отмечали ее день рождения походом на Болотную, и я вспоминаю, что несмотря ни на что, несмотря на ощущение грозности и страха и все, это было и счастьем тоже. Знаете, если вернуться к вашей метафоре о беременности будущем, бывает же кесарево сечение, Дмитрий Львович. Не обязательно же ждать, пока Россия естественным путем разродится этим Вот будущим. вы задали, понимаете, вы задали самый горький вопрос. Дело в том, что некоторые считают, что фактором кесарево сечения может стать война. Что война – это ускоритель будущего, что война – повивальная бабка истории, хотя революция, обратите внимание на еще одну, так сказать, метафору, связанную с родами, повивальная бабка истории, но Маркс, чей день рождения мы отмечали вчера, говорил это применительно к революции, а не к войне. Далеко не всякая война переходит в революцию. Обращаю ваше внимание, кстати, на то, что сейчас на заднем плане ребенка собирают в школу, и он таким образом живо нам напоминает о том, что будущее уже здесь, оно уже никуда не денется, да, и в школу он пойдет. Федор, иди в школу. Вот, ребенок не мой, не подумайте, это я в гостях. Так вот, я что говорю, что для меня очень важно. Революция может быть, но война не является повивальной бабкой истории, наоборот. Война очень многое абортирует, потому что военное время, законы военного времени никак не способствуют свободе. Война не ускоряет развитие. И я пытался в романе «Июнь», не знаю, успешно или нет, доказать, что война не снимает проблем, она их загоняет вглубь. Да, война способствует несколько солидаризации общества и воспоминанию о каких-то старых добрых принципах взаимопомощи, солидарности, эмпатии и так далее. Но война – это стресс нации, это шок, это экстремальная ситуация, которая никогда не способствует нормализации жизни. Поэтому надежда, что война выступит в России таким кесаревым сечением будущего, что она все-таки сдвинет, наконец, путинский режим, нет, не сдвинет. То есть это, она расшатает его, конечно, потому что ожидали потрясающих успехов и радостных встреч, а никто нас с флагами и цветами встречать не бежит. Даже бабушка из Харькова уже сказала: ой, дом мой разрушили, с таким злом к нам пришли. Но надеяться, что война принесет освобождение, нет. Это надо быть сталинским режимом, чтобы 4 года Великой Отечественной воспринимались как идеологическое послабление. Тогда печатали Ахматову, Платонова и Гроссмана. Но в 1946-м это закончилось очень радикально. Да? Поэтому надеяться на войну, на бой на освободителя, нет. Надо бояться человеку с ружьем. И знаете, я немного удивилась, когда вы предположили, что война может быть инструментом вот этого кесарево сечения, ведь мы с вами она многими так воспринимается. Понимаете, в России очень сильны паттерны 14 года, 1900. Все вспоминают, что превратим войну империалистическую в войну гражданскую. А дело в том, ребят, что все-таки ничего особенно хорошего из революции, назовем это революцией, из переворота 17 года, ничего особенно хорошего не вышло. Да? И из гражданской войны тоже, с одной стороны, победил вроде как модернизационный режим. Он позиционировал себя как модернизационный. Но с другой, уровень крови, зверства, шока, который пережила Россия в 18-21, был таким. И потом я все-таки солидарен с Шолоховым, который на вопрос сына, когда кончилась гражданская война, в 1972-м отмечалось 50-летие официального завершения, он сказал: сынок, она не кончилась. То, что в России развязалась тогда гражданская война, это было продолжением опричнины, деления на своих и чужих. Гражданская война не кончилась. Продолжением гражданской войны был и 1937-й, когда жертвой стала вся образованная часть страны, ну и так далее. То есть гражданская война с тех пор не прекращалась. Я против того, чтобы военным путем решать какие бы то ни было вопросы. Это мне хочется из Акуджавы процитировать. Ну, побьешь ты меня, побью я тебя, а дальше что?
Так Это вот я не к снимает этому, проблем. так вот я к этому, Дмитрий Львович, что мы уже вот в течение нескольких эфиров с вами постоянно приходим к той точке, что война ничего не решает, убийство не решает проблему. Нет, Но что-то же должно решить вот со стороны, например, думающих людей, условного там Алексея Навального или Владимира Кармурзы-младшего, которые пошли вот именно вот этим очень как будто бы мирным, но тем не менее довольно эффективным путем. Я сейчас буду говорить, наверное, совершенно жуткие вещи, которые сразу меня сделают фигурой не очень популярной, но я и так не шибко популярная фигура, поэтому, вернее, именно моя неготовность угождать общественному мнению и обеспечивает мне хоть какое-то внимание. Поэтому скажу открыто. Я послушал тут то, что говорила Елена Цыплакова в поддержку операции Z. Кстати, она прекрасно выглядит. Лена, вы очень красивая, как и были. Вы остались той женщиной, в которую все мое поколение было влюблено. И я услышал, как героиня школьного вальса, героиня нашего поколения, любимая девушка всей советской страны, одобряет спецоперацию и присоединяется, и что-то от имени Господа ее благословит. Лена, одумайтесь, это страшно. И вот я вспомнил, что тогда Цыплакова была звездой фильма Павла Любимого «Школьный вальс». Умного, тонкого, интеллигентного, спорного фильма о подростковой любви. Мы откатились от 70-х в бездну, откатились бесконечно далеко. Когда я говорил грешным делом, что сейчас хуже, чем 70-е, очень многие, особенно либеральные прогрессисты, кричат: да ну, как вы можете сравнить, сейчас же можно уехать из страны. Страна, главной добродетелью которой является возможность из нее уехать, это очень сомнительное счастье. Конечно, нам придется сейчас оглядываться на опыт 70-х годов. Россию будет спасать искусство, интеллигенция, образование, вообще интеллектуалы. И пусть этих интеллектуалов растили в условиях шарашки, именно они сорвали крышу у этой теплицы. Именно они были той пальмой гаршинской, которая эту крышу сорвала. России сегодня нужен бешеный интеллектуальный рост. Она это умеет. И никаких рецептов, кроме рецептов 70-х, у нас не будет. Эти рецепты троякого рода. Во-первых, государственная поддержка хорошего кинематографа и театра, государственная, и государство должно быть таким, чтобы не стыдно было взять у него деньги, это первое. Второе, интенсивный рост развития образования. Помним, 70-е годы были бешеным ростом движения педагогов-новаторов. Из этих педагогов-новаторов половина была отравлена коммунарской методикой, но половина — Ильин, Шаталов, Соловейчик — это были великие люди, продвигавшие идею образования. И третье, разумеется, это повышенное внимание к любым молодежным инициативам. Только делать это должен не комсомол. Нужно сегодня уделять максимум внимания молодежной политике, но это не должна быть идеологическая политика. Надо искать гениев, формировать гениев, вообще делать Россию страну гениев. Абсолютно прав Александр Меликов. Россия — страна духовной аристократии. Не родовой, не наследственной, интеллектуальной. Вы как будто делаете вот через шаг. То есть вы пропускаете ту самую точку, когда должна появиться воля к этим переменам. Потому что, например, мешало Путину всем этим заниматься? Но мы же с вами понимаем, что я вам скажу, вряд ли что будет мешало это делать Путину. Нет, сейчас. что мешало Путину всем этим заниматься, это очень просто. В интеллектуальной стране не может быть такого президента. Поэтому надо превратить Россию в страну дураков, чтобы она соответствовала интеллектуальному уровню ГБ. ГБ, кстати говоря, в 70-е годы было далеко не самым интеллектуальным отрядом населения, и поэтому-то Андропов, прекрасно сознавая свой уровень, окружал себя интеллектуальными советниками, вроде Бурлацкого и Бовина. Это не самое плохое решение. Они, правда, ему ничего особо ценного не насоветовали, именно поэтому его правление оказалось не самым удачным. Он тоже начал с репрессивных мер, с отлавливания людей по кинотеатрам, но в рабочее время. Но то, что новому поколению придется думать об интеллектуализации страны, понимаете, по плодам их узнаете их. Надо судить Россию, потому что она умеет делать. Россия умеет делать внезапные, грандиозные интеллектуальные спорты, интеллектуальные рывки. Иногда это происходит в шарашках, иногда это происходит в лицеях, иногда это происходит в классах педагогов-новаторов. Но Россия умная страна. И, кстати говоря, вот когда ее дурачат, она выглядит очень неловко. Вот, понимаете, она, как вам сказать, вот когда оболванивали нацистскую Германию, посмотрите Лени Рифеншталь,
это было даже эстетически как-то закончено. И почитайте немецкую литературу 30-х годов, весь этот культ народа, народной нравственности, итальянцев, Данунцио. Как ни странно, этот идиотизм фашизма и нацизма, он был для многих довольно органичен. От переусложненности модерна люди радостно туда бросались. Да? И это было, не скажу органично, но это было эстетически иногда даже интересно. Ну, фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли» очень глупый, но он, по крайней мере, эстетически оформлен безупречно. Так вот, Россия глупеть совершенно не умеет. Она глупеет неэстетично, некрасиво, и результатом ее глупления является Маргарита Симонян, Киасаян или, прости господи, Соловьев. Это я говорю так если не потому, есть результат, что значит, получилось, Дмитрий что я антисемит. Нет, результат совсем не получился. Понимаете, вот в том-то и дело, что никакой утопии этот вариант не предложил. Их эстетический символ – это вот эта черная старуха с красным знаменем в огромных сапогах. Вот эта дикая статуя, которую стыдно было бы поставить на выставку, там, я не знаю, совкового искусства. Это кошмар, вырождение какое-то полное. Россия великолепна в своих интеллектуальных прорывах. Тут я заговорю сейчас прохановским языком. В своих дивных, ослепительных, хрустальных интеллектуальных прорывах, в своих радужных, сияющих, алмазных высотах. Она великолепна в своем космосе, в своем не только оружие у нас получается, в своем театре на Таганке, в своих фильмах Лиосновой, она великолепна. Даже в своей массовой культуре тех времен это все-таки были Пикули Семенов. Их не сравнишь с Олегом Дивовым, опять прости господи, да, который я в разговоре с красивой женщиной упоминаю такие гнусные имена. Надо сегодня России вернуть ее интеллектуальный блеск. Она, когда умнеет, это для нее органично. Россия всегда была страной великой культуры, а не страной Сергея Лукьяненко, который, кстати, в лучшие свои годы тоже был очень увлекательным рассказчиком, но то, что он делает сейчас, Сережа, ну опомнись, прости Господи, ну есть шанс, опомнись, помолись, Господь простит, Господь всемилостив, шанс есть. А посмотрите, какие гениальные русские за рубежом, какой Николай Караев в Эстонии, какие великолепные молодые интеллектуалы в Украине, там Александр Кабанов, пишущий по-русски свои стихи, какой великий 19-летний поэт Ваня Макаров в Днепре, пишущий по-русски, под русскими обстрелами. Вчера прислал мне 3 новых стихотворения, плакал я над ними. Какой великолепный интеллектуальный потенциал у русской культуры и языка. Так станьте для них привлекательными, наконец. Мы переживем невероятный интеллектуальный расцвет, но для этого кто-то должен сказать: ребята, изображать идиотов больше не обязательно. Это не является больше карьерным механизмом. Ну, смотрите, к вопросу о результатах, о том, что получилось, что нет, я не знаю, слышали ли вы про расследование проекта, про термин «денацификация», о том, что от этого термина уже отходят. И есть две причины. Очень, так сказать, фонетически он непонятен, и люди не могут, во-первых, да, его произнести, то есть уже нет вот такого понимания терминов. А вы видели этот это мемчик, не результат, да? разве? Дефекация завершена. Может быть, денацификация? Нет. Дефекация. Прости Господи. Ну, а Бог шельму метит же, понимаете? У них поэтому и получилось так эстетически неубедительно, что вот они это не умеют. Они не верят сами в то, что говорят. Еще раз я говорю, понимаете, вот я не хочу этим сказать, что Германия или Италия были глупее России. Но в Германии и Италии многие годы, вообще в Европе, был культ обывателя. И даже Честертон, человек, который был четвергом, писал, что именно обыватель стоит на пути у фашизма, его не удается превратить в террориста и так далее. Напротив, обыватель – это идеальная питательная среда для фашизма. Россия никогда не была страной обывателей. Она никогда не умела жить. Мы не страна людей, регулярно живущих, стригущих газон, выгуливающих собачек и собирающих за ними результаты дефекации. Мы страна другая. Мы страна интеллектуалов, чудаков, безумцев, фриков, страна интеллектуальных прорывов и непрагматических культурных проектов. Скажите, как тогда эта страна допустила войну? Так она ее не допускала, понимаете, это я процитирую вам новеллу Матвееву. Я как-то ее спросил, говорю, а как же интеллигенция допустила застой? Ведь вы же все шестидесятники. Я говорю: Дима, вы мне напоминаете человека, который сидит
на связанном бойце со связанными руками и закованными ногами, и при этом еще у него рот заклеен, молотите по нему кулаками и спрашиваете, как вы это допустили. Но это связанное по рукам и ногам общество, которое действительно сейчас находится в состоянии прострации полной. Вы подумайте, каков масштаб цензуры? Ничего нельзя. Нельзя выйти с книги «Война и мир» на улицу. Какие 70-е? В 30-е такое было немыслимо, понимаете? Меня пытались затравить в 18-м году, в 19-м, за то, что я повторил слова из речи Сталина в 1945 году, когда он сказал, что наш народ мог бы пойти на соглашение с фашизмом, и сказать своему правительству «уходите вон», но он этого не сделал. Это я цитировал сталинскую речь на банкете 1945 года. А мне кричали, что я оправдываю фашизм. Сейчас по сравнению со сталинским временем цензура усилилась десятикратно. Понимаете, Сталину прийти не могло в голову запрещать слова типа «войны» и «мира». И поэтому в сегодняшней России говорить об активности общества, которое, парализовано, ему вкололи парализующую какую-то жидкость. Общество изнасиловано, деморализовано, связано по рукам и ногам. Чего там требовать, каких-то протестов, когда людей швыряют в тюрьму за то, что они, как Кара-Мурза, изменил направление движения при виде полиции. Да при виде вашей полиции ангел Божий изменил бы направление полета и полетел бы в другую сторону. Что это такое? Да только ангелы у нас в автозаках еще не было. Серега Дьяченко все говорил, как же трудно стало фантазировать, эту реальность уже не перегонишь. Это «Честное слово» с Дмитрием Быковым. У нас остается 3 минутки, и есть несколько вопросов из чата, которые я хотела бы успеть вам задать, Дмитрий Львович. Вопрос от Алены Елены. Перед 70-ми был Хрущев с оттепелью. Так когда придет Хрущев? Только Путину вперед рогами надо, получается? Никакого Хрущева не будет. Хрущев явление косметических и очень половинчатых перемен. Свою оттепель мы прожили при Медведеве. У нас нет никакого другого пути, кроме радикального переустройства государства. Я допускаю, что после него будет еще один реванш милитаризма, что-то вроде 1941 года, но я надеюсь, что этого не произойдет. Сегодня политический режим России надо пересобирать. Это, очевидно, гниль очень глубока. Вопрос от Кирилла Лигачева. Дмитрий Львович, здравствуйте. Как вы думаете, Балабанов предсказал текущую ситуацию своим «Грузом-200»? Балабанов, как необычайно чуткий художник, ощутил некоторые приметы конца и об этом гниении и разложении снял прекрасную картину. Но у русского искусства было 2 полюса. Такое хтоническое чувствилище, подземное, Балабанов, и ироничный интеллектуал Валерий Тодоровский. Я люблю Валерия Тодоровского, поздравляю его с 60-летием и верю, что осмысление эпохи придет от него, а не от Балабанова, который своим братом откровенно любовался. Этот брат присутствует и у Валерия в фильме «Мой сводный брат Франкенштейн», но Валерий его не героизирует и правильно делает. Такой довольно есть еще один сложный вопрос. Постараюсь вам правильно его задать от бояра Рабданы. Зачем русские либералы перекладывают вину на малочисленные народы? Это защитная реакция. Я так полагаю, что речь о том, что в некоторых интервью на вопросы о зверствах часто приводятся в качестве главных обвиняемых условные представители бурятского народа, дагестанского и так далее, и так далее. Я никогда не встречал либералов, которые делали бы такие вещи. Вообще либералов надо демифологизировать очень сильно. Если говорить по-русски, надо, наконец, сказать о либералах правду. Надо слово «либерал» очистить от всех ракушечных наростов и, по крайней мере, внятно объяснить, что такое либерализм. Русские либералы ни на кого ответственность не перекладывают, потому что либерализм начинается с признания собственной субъектности. Вопрос от Хоукай. Здравствуйте. Куда побегут пропагандисты, когда сменится режим? Будут говорить, что их заставляли под дулом пистолета? Знаете, жена моя Катька, когда иной раз ее достает Бэпс, выбегает из детской, негодуя. Я спрашиваю: Катька, ты куда? Куда угодно! Так вот и здесь, понимаете, куда угодно. Пусть они бегут вот ко всем матерям мира, которые, может быть, их усыновят. Куда угодно!
Вот. Ну, понимаете, я, кстати, говорю, что я тут никуда не бегу, я по истечении контракта вернусь. Надеюсь, что они будут бежать мне навстречу с радостными криками. Здорово, здорово. С цветами, с пирогами и со всем, с чем ждали. Да, я вам, Нино, хочу сказать, что хотя я и старик, мне 54 года, но при виде вашей цветущей юности и свежести я испытываю не зависть, а восторг. И надеюсь через неделю испытать его опять. Договорились. Это была программа «Честное слово» с Дмитрием Быковым, с писателем, поэтом на YouTube-канале «Популярная политика». Большой привет всем, кто приходит к началу программы и жалуется о том, что мы зовем одних и тех же людей. Друзья, нам очень повезло, что Дмитрий Быков с нами разговаривает. У нас есть возможность его слушать хотя бы раз в неделю. И чтобы эту возможность не пропускать, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Популярная политика» и слушайте программу «Честное слово». По пятницам в ней будет Дмитрий Быков. А эфир провела для вас Нина Русибашвили. Всем большое спасибо и всего доброго.